Всем привет! Хрениковская семерка – это группа из 7 советских композиторов, подвергнутых жесткой критике на шестом съезде Союза композиторов в ноябре 1979 года в речи Тихона Николаевича Хренникова. В течение ряда последующих лет их имена составляли черный список на радио, телевидении, в концертных организациях. Они были подвергнуты везде официальному бойкоту. И к 1991 году 4 из 7 покинули Советский Союз. Об отчетном докладе и судьбе этих композиторов в этом видео. Поводом для приклеивания такого ярлыка стала популярность этих композиторов за рубежом, и конкретно исполнение их произведений на фестивале советской музыки в Кёльне и Венеции в 1979 году. Их сочинения были охарактеризованы Хренниковым как написанные, цитирую, «только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентричных эффектов, в которых музыкальная мысль, если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков и невразумительного бормотания. Им ли представлять нашу страну, нашу музыку?» Этот тон выступления напомнил первый съезд Союза композиторов 1948 года, на котором критиковалась музыка Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Николая Мисковского и других композиторов. Ну а на шестом съезде были подвергнуты жесткой критике 7 композиторов и перечислены в следующем порядке: Елена Фирсова, Дмитрий Смирнов, Александр Кнайфель, Виктор Суслин, Вячеслав Артемов, София Губайдуллина и Эдисон Денисов. Эти композиторы далее были подвергнуты официальному бойкоту. В течение ряда последующих лет их имена составляли черный список на радио, телевидении и в концертных организациях. К 1991 году 4 из 7 покинули Советский Союз. Итак, сокращенно зачитаю отчетный доклад первого секретаря правления Союза композиторов Тихона Николаевича Хренникова, который был напечатан в газете «Советская культура» 23 ноября 1979 года. Итак, цитирую. «Отдавая должное успехам молодежи, мы, однако, не можем считать, что все здесь обстоит благополучно. Дело не только в том, что наряду с яркими появляются и серые, невыразительные, а порой и вовсе беспомощные сочинения. Слушая музыку молодых, нередко ловишь себя на мысли. Да, они многое знают, многое умеют, но всегда ли ставят перед собой подлинно содержательные художественные задачи? Нет-нет, а приходится услышать сочинение, написанное только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентрических эффектов, в котором музыкальная мысль, если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания. Тут уж не приходится говорить об индивидуальности или эмоциональной окрашенности музыки. И все это выдается за новаторство в искусстве». И опять повторялся тот же сценарий с композиторами, против которых велась борьба как с формалистами в музыке после постановления ЦК ВКП об опере «Великая дружба» Мурадели 1948 года. Где же дожидаться прогресса, если индивидуальность, новые способы эмоциональной окрашенности музыки приписывают то формализму, то либерализму, который нужно искоренять, то и понятно, что развитие заглохло. Кто появлялся, уезжал на Запад. А с 1948 года по 1991 год подобными репрессиями управлял Хренников. Таким образом, постановление 1948 года продолжало работать. Вполне возможно, что травмированная психика постсоветского академического композиторско-музыковедческого сообщества, возможно, и до сих пор в страхе натворить чего в немилость. Еще немного из отчетного доклада, цитирую. Несколько подобных опусов, отмеченных приметами самодовлеющего звукоизобретательства, пришлось нам услышать и на закавказской музыкальной весне, и на недавней московской осени. Бесконечные глиссандо струнных инструментов, утомительные соло ударных, отсутствие малейшего движения в музыке, тематический материал, не дающий возможности для развития,
Все это производило весьма унылое впечатление. Анемичные эксперименты, отсутствие, пусть еще недостаточно зрелых, но серьезных и масштабных замыслов. Наша критика часто проходит мимо этих нездоровых явлений, считая их единичными. Такой либерализм вреден как авторам, так и всему поступательному движению советской музыки. Я акцентирую на этом ваше внимание еще и потому, что, к сожалению, именно такие явления, которые не характеризуют подлинное лицо советской музыки, поднимаются на щит нашими идеологическими противниками. Организаторы всевозможных авангардистских фестивалей правдами и неправдами, заполучив только что написанные партитуры наших композиторов, любителей сенсаций, тут же включают их в программы и выдают за последнее слово советской музыки. Сами же авторы, замечу, члены нашего союза, музыка которых звучит у нас иной раз чаще, чем она того заслуживает, объявляются неофициальными композиторами, якобы притесняемыми в Советском Союзе. Вот передо мной программа одного из таких фестивалей, прошедшего весной нынешнего года в Кёльне. Название у нее довольно претенциозное – «Встреча с Советским Союзом». Только в эту встречу почему-то включены опусы некого Артура Лурье, еще в 20 году эмигрировавшего из Советской России, и более поздних эмигрантов – Йозефа Шиллингера и Андрея Волконского. Им ли представлять нашу страну, нашу музыку? В эту незавидную компанию по воле организаторов попали и советские композиторы, главным образом молодые. Здесь не была показана музыка Прокофьева, Мисковского, Хачатуряна, Караева, Щедрина, Бориса Чайковского, Кончели. Зато в программе фестиваля оказались в основном те, кого организаторы сочли достойными называться советским авангардом. Фирсова, Смирнов, Кнайфель, Суслин, Артемов, Губайдуллина, Денисов. Примерно такую же картину представляет программа недавнего биеннале в Венеции. Но в итоге, после официального бойкота на 6-м съезде Союза композиторов, композиторы «семерки» все равно продолжали работать. Но не все продолжали делать это на родине. Итак, Елена Олеговна Фирсова переехала в Англию. Является автором более чем сотни сочинений практически во всех жанрах. С 1993 года по 1997 работала профессором в Килском университете, имела заказы от BBC, Экспо, музыкальных организаций и фестивалей. Ее музыка публикуется многими европейскими издательствами. Дмитрий Николаевич Смирнов, супруг Елены Олеговны, эмигрировал в Великобританию в 1991. Преподавал в Кембридже, в Дартингтоне, 4 года был профессором композиции в Килском университете в Лондоне. Он является автором музыкально-теоретических трудов, книг и статей о музыке Антона Веберна, Пьера Булеза, Дёрдя Лигетти, Игоря Стравинского, Дмитрия Шестаковича, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдуллиной и многих других. Александр Аронович Кнайфель написал свыше 100 композиций во всех областях музыкального творчества. Премьеры его произведений проходили на крупнейших фестивалях в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке. Написал музыку более чем к 40 фильмам. Виктор Евсеевич Суслин после объявления бойкота переехал в Германию, где продолжил свою композиторскую деятельность, параллельно работая в издательстве. В 2007 году возглавлял музыкальное издательство Беляева. Суслин является автором сочинений в симфонических и камерных жанрах. Вячеслав Петрович Артемов – единственный из композиторов «семерки», которому поздний Хренников пересмотрел свое отношение и даже заявил, что в своем «Реквиеме» Артемов превзошел Моцарта и Верди. Произведения композитора исполнялись на различных европейских фестивалях, выдвигались на госпремии в США. Также произведения вышли на дисках в Англии, Германии, США, России, публиковались позже в российских и немецких издательствах. В Москве выходило собрание сочинений Артемова в 17 томах. На данный момент композитор является членом Ассоциации современной музыки, членом Российской академии естественных наук, лауреатом премии «Человек года» 2016. София Азгатовна Губайдуллина также попала в черный список и в течение ряда лет не могла выступать на радио и телевидении. С 1992 года живет под Гамбургом.
В 2012 году силами Государственного оркестра Республики Татарстан основан ежегодный фестиваль современной музыки ее имени, который ежегодно проводится в Казани. Эдисон Васильевич Денисов был последним в черном списке отчетного доклада первого секретаря Союза композиторов Тихона Хренникова. И до начала перестройки его музыка не исполнялась, а официальные силы чинили различные препятствия для ее распространения на родине. Но ничего нового в этом для Денисова не было. Его и до отчета не исполняли, не издавали, не записывали. Причем запреты на его музыку касались не только концертов внутри страны. Программы гастролей также свободно изменялись начальством Союза композиторов, Министерством культуры. Причем эти отмены, то есть снятие произведений Денисова, делались иногда даже за несколько часов до отъезда исполнителей. Тем самым музыканты часто оказывались в таком положении, что были вынуждены играть не то, что подготовили и чего от них ожидали. Играли то, что им диктовали. С сентября 1990 года по март 1991 года Денисов жил и работал в Париже по приглашению руководимого Пьером Булезом института Иркам. Основная деятельность Иркама связана с изучением новых акустических возможностей, звуковых проблем, расширения музыкального пространства, возможных с помощью компьютерных технологий. Но в 1994 году Денисов попал в автокатастрофу под Москвой и был перевезен на лечение во Францию, где прожил последние 2 года жизни. В результате автокатастрофы он был парализован, тем не менее продолжал сочинять. Денисов стал почетным гражданином Парижа и был удостоен высшей государственной награды Франции Ордена Почетного легиона. Французская пресса так отозвалась о кончине композитора, цитирую: «Умер Моцарт XX века». Его произведения исполнялись в Голландии, Франции, Швейцарии, Германии на самых престижных музыкальных фестивалях. Но все же, кто же такой сам Хренников, который всем перешел дорогу, и как теперь, после всего этого, к нему относиться? Наверняка нет в русскоязычном постсоветском пространстве человека, которому незнакома мелодия песни «Московских окон негасимый свет». Автор именно Тихон Николаевич. Один из создателей эпохи незабываемых советских песен. Хренников был народным артистом Советского Союза, героем социалистического труда, многократным лауреатом Ленинской и Государственной премий, профессором Московской консерватории. Будучи успешным композитором, Хренников оказался и хорошим чиновником, как вы уже могли заметить. Как-то на одном из партийных съездов Тихон Николаевич докладывал о делах в области композиторства, после чего сам Брежнев похлопал его по плечу со словами: «Молодец, Тихон». Это тот человек, который зачитывал доклад против Прокофьева, Мисковского, Шостаковича. Как вспоминал сам Хренников, каждый день на протяжении десятилетий он вынимал из почтового ящика карикатуры на себя. То на электрическом стуле, то на виселице, то в руках у него пропуск на кладбище. Комментировал он это так, цитирую: «Я привык к тому, что человек – существо завистливое и неблагодарное. Я зла ни на кого не держу. Сейчас живу гораздо лучше, чем раньше, когда мне нужно было отвечать за всех. Я только пишу музыку». Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.